Урок 1. Уникальный опыт. Невероятный город. Ух ты, это должно быть был уникальный опыт. Это действительно было. Архитектура и культура были не похожи ни на что я видел. Что еще стоит упомянуть о вашем визите? Да, местная кухня была изюминкой. Я попробовал несколько потрясающих блюд. Звучит вкусно. Еда очень важная часть путешествия. Абсолютно. Это дает вам представление о местной культуре. Познакомились ли вы с какими-нибудь интересными людьми, пока были там? Да, у меня появилось несколько отличных друзей, которые показали мне Это окрестности. чудесно. Подобные связи делают поездки незабываемыми. Урок 2. Радостные моменты. Это было очень весело. Многие люди начали смотреть на нас, задаваясь вопросом, почему мы так счастливы. Это звучит как радостный опыт. Что ты делал? Мы просто танцевали в парке, чувствуя себя беззаботными и живыми. Я могу себе представить. Такое распространение счастья может украсить любой день. Точно. Нас не заботили зрители, мы просто наслаждались моментом. Это дух. Иногда нужно просто расслабиться и получить удовольствие. Это напомнило мне о важности радости в повседневной жизни. Я полностью согласен. Эти спонтанные моменты зачастую самые запоминающиеся. Давайте запланируем больше таких веселых прогулок. Мне бы хотелось создать больше воспоминаний. Урок 3. Увлекательные путешествия. Ну а ты? Были ли вы в каких-нибудь увлекательных поездках в последнее время? Да, на самом деле. Я только что вернулся из поездки на выходные в горы. Это звучит потрясающе. Что ты там делал? Мы прошли несколько красивых троп и насладились захватывающими дух видами. Ух ты. У природы есть такой способ омоложения духа. Это действительно так. Я чувствовал себя таким отдохнувшим после времени, проведенного на свежем воздухе. Пробовали ли вы какую-нибудь местную еду, пока были там? Да, мы нашли уютное кафе, где подают вкуснейшие домашние пироги. Это звучит восхитительно. Я люблю открывать для себя местную кухню во время путешествий. Урок 4. Прочность сандалий. Покупая сандали, не забудьте проверить их долговечность. Это хороший момент. Я часто упускаю из виду этот аспект. Да, особенно если вы планируете носить их для активного отдыха. Точно. Мне нужно что-то, что выдержит небольшой износ. Нашли ли вы какие-либо бренды, которым доверяете в отношении долговечности? Я слышал хорошие отзывы о нескольких брендах, но я все еще в поиске. Перед покупкой стоит потратить время на исследование. Определенно. Я не хочу, чтобы сандали быстро разваливались. Давайте вместе посмотрим обзоры. Это могло бы помочь сузить наш выбор. Урок 5. Инновационные продукты. Недавно я узнал о продуктах, изготовленных из переработанных материалов. Это звучит очень новаторски. О каких продуктах речь? Например, есть компания, которая производит сандалии из переработанного пластика.
Это интересно. Мне нравится, когда бренды уделяют внимание устойчивому развитию. Да, приятно видеть, как творчество может привести к экологически чистым решениям. Я согласен. Это показывает, что мы можем сократить количество отходов, наслаждаясь при этом качественной продукцией. Точно. Кроме того, поддержка этих компаний стимулирует больше инноваций. Давайте обращать внимание на похожие товары при совершении покупок. Определенно. Каждый маленький шаг имеет значение на пути к более устойчивому будущему. Урок 6. Инновации в области арахисового масла. Слышали ли вы о продукте, известном как арахисовое масло? Да, это классика, любимая многими. Что в этом интересного? Это не просто арахисовое масло, он также используется в сотне других продуктов. Действительно, как какие продукты? Например, ученый по имени Карвер нашел способ производить пластмассу из арахиса. Это увлекательно. Я понятия не имел, что арахис может быть таким универсальным. Да, удивительно, как один ингредиент может привести к такому количеству инноваций. Это действительно подчеркивает важность творческого мышления в науке. Абсолютно. Мне нравится узнавать о том, как повседневные предметы могут иметь более широкое влияние. Урок 7. Что стоит посетить в путешествии? Планирую поездку в следующем месяце. Это звучит захватывающе. Что вам обязательно нужно увидеть в этом приключении? Я обязательно хочу посетить исторические достопримечательности и музеи. Это отличный выбор. Они часто хранят в себе так много культуры и истории. Да, и я тоже с нетерпением жду возможности попробовать местную кухню. Еда — такая важная часть знакомства с новым местом. Точно. Я хочу максимально погрузиться в местную культуру. Есть ли у вас какие-то конкретные планы относительно еды, которую вы хотите попробовать? Я слышал, что уличная еда невероятна. Я хочу попробовать все. Урок 8. Здоровье и лекарства. За исключением тех, которые вам прописывает врач, лекарства. Это просто плохие новости. Это сильное заявление. Что вы имеете в виду? Я считаю, что многие лекарства, отпускаемые без рецепта, могут иметь побочные эффекты. Это правда. Всегда важно взвешивать риски и выгоды. Точно. Я предпочитаю, когда это возможно, сосредоточиться на натуральных средствах. Я понимаю. Комплексный подход иногда может быть более полезным. Все дело в поиске баланса и слушании своего тела. Я согласен. Очень важно быть в курсе того, что мы вкладываем в наш организм. Давайте продолжим вместе изучать более здоровые варианты. Урок 9. Розы и их привлекательность. Большинству людей нравятся розы. Это такой классический цветок. Да, они. Розы растут на кустах и бывают разных цветов. Точно. Каждый цвет имеет свое значение, что делает их еще более особенными. Мне тоже нравится, как они пахнут. Аромат просто завораживает. Они способны украсить любую комнату и мгновенно поднять настроение. Есть ли у вас любимый сорт роз?
Мне очень нравятся классические красные розы. Они символизируют любовь и страсть. Я неравнодушен к желтым розам. Они олицетворяют дружбу и радость. Оба варианта прекрасны. Розы действительно умеют выражать эмоции. Урок 10. Идеальный день для пикника. Да, для пикника в парке он идеален. Я согласен. Погода идеальная, пейзажи прекрасны. И это отличный день, чтобы насладиться отдыхом на свежем воздухе и расслабиться. Абсолютно. У вас есть любимое место для пикника. У озера есть прекрасная территория, всегда спокойная. Это звучит идеально. Мне нравится находиться рядом с водой, наслаждаясь едой. Да, и мы можем принести с собой закуски и одеяло, на котором можно посидеть. Идеальный. Не могу дождаться, когда смогу упаковать для нас вкусное угощение. Давайте сделаем это в эти выходные. Я очень жду этого. Урок 11. Впечатляющий продукт. Звучит впечатляюще, что вы работали над этим несколько месяцев. Да, я приложил к этому много усилий. Что вы думаете о продукте? Мне любопытно, зачем конкретно этот продукт? Это новое приложение, призванное помочь людям лучше управлять своим временем. Звучит полезно. Тайм-менеджмент. Очень важный навык. Абсолютно. Это может существенно повлиять на производительность. Как работает приложение? Он имеет настраиваемое расписание и напоминания, чтобы пользователи не сбились с пути. Звучит как фантастический инструмент. И я вижу, что многие люди получают от этого пользу. Урок 12. Обслуживание клиентов. Я впечатлен вашим обслуживанием клиентов. Когда я могу зарегистрироваться? Спасибо. Вы можете зарегистрироваться, начиная с 15:00. Отлично. Я ценю гибкость. Мы хотим, чтобы наши гости остались довольны. Это определенно заметно. Есть ли у вас какие-либо рекомендации относительно близлежащих достопримечательностей? Да, в нескольких минутах ходьбы есть несколько отличных мест. Большой. Я обязательно изучу их во время моего пребывания. Если хотите, я могу предоставить вам карту и несколько брошюр. Это было бы фантастически. Спасибо за вашу помощь. Урок 13. Список покупок. Я хотел бы купить бутылку Центрума и 2 зубные щетки. Конечно, Центрум. Отличный выбор ежедневных витаминов. Да, я слышал, что это помогает улучшить общее состояние здоровья. Это так. Зубные щетки необходимы для хорошей гигиены полости рта. Абсолютно. Вы имеете в виду конкретную марку зубных щеток? Обычно я предпочитаю мягкую щетину для более бережной чистки. Это звучит неплохо. Я тоже выберу этот вариант. Отличный выбор. Давайте отправимся в отдел здоровья, чтобы взять эти предметы. Идеальный. Я ценю вашу помощь с моими покупками. Урок 14. Планирование поездки. Обычно я пользуюсь популярным туристическим сайтом. У них есть широкий выбор возможностей. Это разумный выбор. Хорошо, когда есть разные варианты для сравнения.
Точно. Мне нравится иметь возможность фильтровать результаты на основе моих предпочтений. Да, это значительно облегчает поиск идеального места. Бронировали ли вы какие-либо поездки через этот сайт раньше? Да, я нашел несколько фантастических предложений на авиабилеты и отели. Это потрясающе. Я обязательно должен проверить это в своей следующей поездке. Вам следует. Это может сэкономить вам время и деньги. Спасибо за рекомендацию. Я с нетерпением жду возможности спланировать свое следующее приключение. Урок 15. Расписание поездов. Хорошо, позвольте мне проверить для вас расписание поездов. Один момент. Спасибо. Я ценю вашу помощь в этом. Без проблем. Важно знать тайминги. Да, я хочу быть уверенным, что успею на поезд вовремя. Похоже, следующий поезд прибудет примерно через 15 минут. Отлично. У меня достаточно времени, чтобы выпить кофе. Большой. Есть ли у вас поблизости любимая кофейня? Да, прямо за углом есть один, который мне нравится. Хороший. Вы можете насладиться быстрым напитком перед поездкой. Урок 16. Обсуждение эволюции. Мы считаем, что хотя выживание наиболее приспособленных может быть хорошим рабочим описанием процесса эволюции. Также важно учитывать сотрудничество между видами. Абсолютно. Удивительно, как сотрудничество может привести к взаимной выгоде. Да, некоторые виды процветают благодаря партнерству, а не только конкуренции. Точно. Это показывает, что эволюция сложнее, чем мы часто думаем. О каких примерах сотрудничества в природе вы слышали? То, что у пчел и цветов есть симбиотические отношения, которые приносят пользу обоим. Это отличный пример. Природа действительно учит нас балансу. Определенно. Понимание этой динамики может изменить наш взгляд на выживание. Урок 17. Выход из зоны комфорта. Это звучит выполнимо. Как мне выйти из зоны комфорта? Есть много способов. Начинать с малого может быть хорошим подходом. Да, я думаю, что попробовать новые виды деятельности поможет. Точно. Даже что-то простое, например, посещение нового занятия, может оказаться полезным. Это отличная идея. Я всегда хотел научиться танцевать. Танцы. Это интересный способ познакомиться с новыми людьми и выразить себя. Определенно. Я поищу местные танцевальные классы, к которым можно присоединиться. Это дух. Каждый маленький шаг может привести к большим изменениям. Я с нетерпением жду возможности расширить свои границы и посмотреть, что произойдет. Урок 18. Пляжный волейбол. Я бы хотел когда-нибудь попробовать себя в пляжном волейболе. Могу ли я присоединиться к вам? Абсолютно. Заниматься на пляже очень весело. Я никогда раньше не играл, но выглядит захватывающе. Не волнуйся. Его легко освоить, и я покажу вам основы. Это было бы здорово. Я с нетерпением жду этого. Мы можем запланировать день, когда погода хорошая и солнечная.
Идеальный. Я принесу нам что-нибудь перекусить потом. Это похоже на план. Это будет отличный способ провести день. Я не могу дождаться. Давайте сделаем это в ближайшее время. Урок 19. Кулинарные приключения. Пробовали ли вы когда-нибудь блюда интернациональной кухни? Да, однажды у меня был невероятный марокканский тажин, о котором я думаю до сих пор. Это звучит потрясающе. Что сделало его таким особенным? Смесь специй была не из этого мира. Это было так вкусно. Мне нравится, когда блюдо отправляет тебя в кулинарное путешествие. Точно. Это как попробовать кусочек другой культуры. Вам нравится пробовать и другие блюда интернациональной кухни. Абсолютно. Каждая кухня имеет свой неповторимый шарм и вкус. Мне бы хотелось вместе посетить больше ресторанов интернациональной кухни. Урок 20. Отмечаем особенности. Большой. Я возьму это на заметку. Какие еще особенности следует учитывать? Важно подумать о функциональности и пользовательском опыте. Да, удобство использования действительно может повлиять на эффективность чего-либо. Абсолютно. Функции должны улучшать общее впечатление пользователей. Какие особенности вы считаете существенными? Я считаю, что возможности настройки и доступность имеют решающее значение. Я согласен. Люди ценят возможность адаптировать свой опыт. Точно. Давайте вместе составим полный список функций. Это похоже на план. Мне не терпится увидеть, что у нас получится. Урок 21. Заголовки новостей в США. И США в 1990 года доминировали на первых полосах газет. Да, это было знаменательное десятилетие по многим причинам. Что вам запомнилось? Я думаю, что достижения в области технологий были особенно примечательными. Абсолютно. Появление интернета сильно изменило то, как мы общаемся. Определенно. Это коснулось всего, от бизнеса до личных отношений. И давайте не будем забывать о культурных сдвигах, которые происходили в то же время. Верно. Музыка, мода и даже политика быстро развивались. И интересно посмотреть, как эти изменения заложили основу для сегодняшнего общества. Да, история часто самым неожиданным образом формирует наше настоящее. Урок 22. Планы путешествий. Да, у нас есть бронь в отеле. Замечательно. Как только мы приземлимся, мы поедем в отель на автобусе. Верно. Точно. Путешествовать становится намного проще, когда все устроено. Я согласен. Я всегда чувствую себя более спокойно, когда знаю, что все детали улажены. Вы проверили расписание трансфера? Да, он ходит каждые 30 минут, поэтому нам не придется долго ждать. Идеальный. Мне не терпится освоиться и начать исследовать. Я тоже. Что ты хочешь сделать в первую очередь, когда мы приедем? Мне бы хотелось осмотреть местные достопримечательности и перекусить. Урок 23.
заводить друзей. Самая важная часть в заведении друзей– это слушать, что говорит другой человек. Абсолютно. Слушание показывает, что вы заботитесь об их мыслях и чувствах. Да, и это помогает заложить прочную основу для любых отношений. Я считаю, что задавание вопросов также способствует более глубокому разговору. Точно. Это показывает искренний интерес и помогает вам общаться на личном уровне. Есть ли у вас какие-нибудь советы, как стать хорошим слушателем? Я всегда стараюсь поддерживать зрительный контакт и избегать отвлекающих факторов. Это отличный подход. Это действительно помогает другому человеку почувствовать, что его ценят. Я думаю, что присутствие в данный момент является ключом к развитию значимых дружеских отношений. Урок 24. Подготовка к походу. Привет. Я слышал, ты скоро собираешься в поход. Нужна помощь в поиске рюкзака. Да, мне бы пригодился совет. Что нужно искать в хорошем рюкзаке? Что ж, комфорт является ключевым моментом. Убедитесь, что у него мягкие лямки и он хорошо сидит. Это имеет смысл. Я не хочу чувствовать себя некомфортно на трассе. Точно. Также обратите внимание на размер. Он должен вмещать все необходимое, но при этом не быть слишком громоздким. Отличные советы. А как насчет карманов и отделений? Они важны для организации, особенно для бутылок с водой и закусок. Я понимаю. Я хочу быть готовым к долгому дню на природе. Давайте вместе проверим несколько магазинов, чтобы найти идеальный. Урок 25. Суеверие. Я не суеверен. Я вообще не верю в суеверия. Действительно, это интересно. Что заставляет вас так себя чувствовать? Я думаю, что они часто основаны на страхе, а не на логике. Это справедливо. Я понимаю, что некоторые могут найти их ограничивающими. Точно. Я предпочитаю сосредотачиваться на фактах и доказательствах, а не на мифах. Приятно это слышать. Как вы думаете, суеверия влияют на жизнь людей? Иногда да. Они могут вызвать ненужное беспокойство или повлиять на решение. Я согласен. Лучше всего подходить к жизни с открытым и рациональным мышлением. Конечно. Давайте в любой день будем праздновать критическое мышление над суевериями. Урок 26. Планирование поездки. Абсолютно. Я составлю список всего, что нам понадобится в поездке. Это звучит как отличная идея. Стоит ли нам также рассмотреть возможность бронирования жилья? Да, определенно. Важно заранее позаботиться о месте проживания. Я согласен. Это поможет нам избежать стресса в последнюю минуту. Кроме того, если мы бронируем заранее, часто мы получаем лучшие варианты и цены. Точно. Вы имеете в виду какие-то конкретные отели? Я слышал хорошие отзывы о нескольких местах недалеко от центра города. Идеальный. Давайте добавим это в наш список и проверим наличие. Я с нетерпением жду возможности спланировать эту поездку вместе. Урок 27. Подготовка к Дню Благодарения. Я накрываю на стол, папа разделывает индейку, а мама готовит соус.
Звучит как замечательная традиция Дня Благодарения. Это действительно так. Каждый человек играет особую роль в подготовке. Мне нравится, как семейные традиции объединяют всех на праздниках. Да, и еда всегда является изюминкой дня. Какое ваше любимое блюдо на ужине в честь Дня Благодарения? Начинка моя любимая. Это просто так вкусно и успокаивающе. Не могу устоять перед хорошим тыквенным пирогом после еды. То же самое. Давайте обязательно включим в него все наши любимые блюда в этом году. Урок 28. Позитивное подкрепление. Определенно. Во-первых, наберитесь терпения и используйте положительное подкрепление. Это отличный подход. Это помогает укрепить доверие к другим. Точно. Когда люди чувствуют поддержку, они с большей вероятностью улучшатся. Да, это создает позитивную среду для роста и обучения. Использовали ли вы этот метод в своей работе? Да, особенно при обучении новых членов команды. Это умно. Это может существенно изменить их опыт. Абсолютно. Каждый ценит поддержку и признание. Давайте продолжим продвигать позитив во всех наших взаимодействиях. Урок 29. Покупка фруктов. Какие фрукты мы должны получить сегодня? Давайте купим яблоки, бананы и апельсины. Все это отличный выбор. Это звучит идеально. Они полезны для здоровья и универсальны для перекусов. Да, их можно использовать во многих рецептах. Есть ли у вас любимый способ насладиться этими фруктами? Я люблю готовить смузи из бананов и апельсинов. Они такие освежающие. Звучит вкусно. Яблоки отлично подходят для перекуса на ходу. Абсолютно. Кроме того, они идеально подходят для выпечки. Мне не терпится насладиться всеми этими фруктами. Давайте отправимся на рынок. Урок 30. Держим всех в курсе. Очень важно, чтобы отчеты информировали всех о нашем прогрессе. Абсолютно. Наличие четкой информации помогает всей команде оставаться согласованной. Какие стратегии мы можем реализовать, чтобы обеспечить информированность всех? Мы могли бы назначать регулярные встречи и рассылать еженедельные обновления. Это отличная идея. Последовательность– ключ к эффективному общению. Да, и мы можем использовать цифровые инструменты для оптимизации процесса отчетности. Я согласен. Технологии могут помочь нам быстро и эффективно обмениваться информацией. Кроме того, это позволяет членам команды задавать вопросы и оставлять отзывы. Точно. Открытое общение способствует сотрудничеству и доверию внутри команды. Урок 31. Художественные интересы. Это звучит интересно. Какие вещи ты любишь рисовать? Больше всего мне нравится рисовать пейзажи и сцены природы. Вау, это должно быть красиво. Есть ли у вас любимое место, где вы рисуете? Да, рядом есть парк с потрясающими видами, которые меня вдохновляют. Я понимаю, что это было бы отличным местом для творчества. Абсолютно. Смена сезонов предлагает такое разнообразие.
Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы продемонстрировать свои работы? У меня есть. Я бы хотел когда-нибудь поучаствовать в местной художественной выставке. Это была бы фантастическая возможность поделиться своим талантом. Урок 32. Критика расследования. Критики Дублинского расследования обвинили его в том, что оно представляет собой не более чем правительственную инквизицию. Это серьезное обвинение. Каковы их основные опасения? Многие считают, что в его процессах отсутствует прозрачность и справедливость. Я понимаю. Для расследований крайне важно поддерживать общественное доверие и авторитет. Точно. Без этого результата нельзя будет воспринимать всерьез. Как вы думаете, что могло бы улучшить ситуацию? Внедрение более четких руководящих принципов и обеспечение участия общественности могли бы помочь. Это хорошее предложение. Вовлечение сообщества имеет важное значение. Да, это способствует чувству ответственности в рамках процесса. Урок 33. Проверка посадочного талона. Знаешь, каким воротам нам нужно пройти? Позвольте мне проверить наш посадочный талон. У него должна быть информация. Это было бы полезно. Я хочу убедиться, что мы не опоздаем на рейс. Это выход 12, так что у нас есть немного времени, чтобы сначала перекусить. Идеальный. Я мог бы перекусить перед посадкой. Да, рядом есть кафе, где подают хорошие бутерброды. Звучит великолепно. Давайте отправимся туда после регистрации. Абсолютно. Я с нетерпением жду вкусной еды перед нашим путешествием. Я тоже. Всегда приятно немного расслабиться перед полетом. Урок 34. Интенсивные упражнения. А упражнения для головы могут быть весьма интенсивными. О, это действительно может бросить вызов вашей концентрации и координации. Определенно. Как вы обычно к ним относитесь? Мне нравится начинать медленно, а затем постепенно увеличивать сложность. Это разумный способ нарастить силу, не переусердствуя. Да, прислушиваться к своему телу крайне важно во время любой тренировки. Пробовали ли вы какие-либо конкретные упражнения для головы, которые рекомендуете? Я обнаружил, что тренировка баланса действительно помогает улучшить общую стабильность. Это звучит выгодно. Мне придется включить это в свой распорядок дня. Урок 35. Фестиваль цветения. Каждую весну в моем городе проходит фестиваль цветения. Это звучит прекрасно. Какие мероприятия у вас есть во время фестиваля? Есть цветочные композиции, музыкальные представления и местные продавцы продуктов питания. Это звучит потрясающе. Я люблю фестивали, прославляющие природу. Да, это отличный способ объединить сообщество. Участвуете ли вы в каких-либо мероприятиях? Обычно я помогаю организовать цветочные композиции для выставок. Это чудесно. Должно быть приятно видеть выставленные на показ свои работы. Это действительно так. А мои соседи любят посадить к этому событию геран.